Приветствую вас, друзья! Некоторые военные эксперты утверждают, что 9 августа по аэродрому оккупантов в Новофедоровке удар был нанесен не американскими оперативно-тактическими ракетами «Атакамс», а украинскими ракетами «Гром». Теоретически это возможно, ведь до нанесения удара по крейсеру «Москва» украинским противокорабельным ракетным комплексом «Нептун» о его существовании особо и не было слышно. Разработка собственного оперативно-тактического ракетного комплекса была начата еще в 1994 году для замены устаревшей точки У. Однако из-за отсутствия финансирования идея не реализовывалась аж до 2013 года. Благодаря иностранному заказчику в лице Саудовской Аравии, которая выделила на разработку $40 миллионов, Павлоградский химический завод совместно с КБ «Южное» все-таки начали реализовывать этот проект. Для комплекса с пусковой установкой на 2 ракеты в Харькове был разработан собственный пятиосный тягач с колесной формулой 10×10. Твердотопливная баллистическая ракета «Гром», оснащенная головкой самонаведения, разрабатывалась как универсальное средство для поражения наземных, морских и воздушных, стационарных и движущихся целей. В итоге было изготовлено 2 опытных образца, один для Украины, второй для Саудовской Аравии, а впервые комплекс был продемонстрирован публике на Параде независимости 24 августа 2018 года. Ракета «Гром», кроме прогнозируемой баллистической траектории, может лететь и по аэробаллистической траектории, непредсказуемо меняя траекторию и направление полета, что гарантирует прорыв через российские ПВО С-300 и С-400. Максимальная дальность полета ракеты в экспортном варианте составляет 300 км, в варианте для ВСУ 500 км. ОТРК «Гром-2» весит 38 тонн, а двигатель мощностью 600 лошадиных сил способен разогнать комплекс по трассе до 90 км в час. В боевой расчет входит 3 человека. 5-я, последняя ось сделана подруливающей, а колеса 3-й и 4-й осей закрыты специальными экранами, чтобы машину труднее было обнаружить в тепловизор, так как там находится выпускная система. Боевая часть ракеты массой 480 кг может быть кассетная, способная уничтожать противника на площади 10 тысяч квадратных метров, и осколочно-фугасная, способная уничтожить противника на площади в 3 гектара. Ракета имеет длину 7 метров 35 сантиметров, диаметр 91 сантиметр и стартовую массу 4300 килограммов. Система наведения ракеты комбинированная, инерциальная, спутниковая, а на конечном участке полета по головке самонаведения. Скорость подлета боевого блока к цели 4700 км в час. Данный комплекс является очень перспективным оружием для Украины, так как дальность его применения позволяет с территории Украины поражать цели, расположенные даже в Москве. Если бы данные комплексы в необходимом количестве успели бы поступить на вооружение ВСУ, вероятнее всего Россия не решилась бы напасть на Украину и ежедневно обстреливать нас ракетами, так как ответные удары были бы нанесены моментально. На данный момент в Украине имеется 1 единица ОТРК «Гром-2». Сколько имеется к нему ракет, неизвестно. Но как в свое время дебютировал «Нептун», так в свое время и дебютирует «Гром-2» в самый неожиданный и неподходящий момент для оккупантов.